Вчера мы говорили об освобождении, или как освободиться от того, чтобы не жаждать ничего в этом мире, не сокрушаться. И как мы можем видеть все живые существа равными? Конечно, это не значит, что мы должны все материальные тела видеть одинаковыми. Prabhupada says that someone may be riding on a regular automobile, regular car, machina. Someone may be riding in a regular, ordinary. So many? Someone. Кто-то может ехать в машине. Somebody may be riding. You have to change. Yeah, maybe a little bit. Can you? Можете повернуть на нас немножко, да, чтобы было слышно? Не повернуть колоночку немножко сюда. That way. Is that right? Yeah. Is this better? We'll see soon enough. Another person may be riding in a high-speed car. Так вот, какой-то человек, к примеру, едет на обычном автомобиле. Другой же человек едет на гоночной машине, которая может развивать большую скорость. But they're both persons. Оба они личности. Neither one of them is actually the car. На самом деле никто из них не является машиной. So when we identify ourselves with this body, is called ahamkara. И вот то, что мы отождествляем себя с этим телом, это называется аханкара. I am the car. Я машина. But actually we're not the car, we're the passenger in the car. На самом деле мы совсем и не машина, мы пассажир или водитель, который сидит внутри машины. So a wise person, he sees equally not the bodies, but he sees equally the passengers in the car. Поэтому мудрец, он понимает, что тела отличаются, но он понимает, что внутри этих тел есть равные пассажиры, одинаковые пассажиры. But that generally comes because we see different living entities differently. Но, конечно, обычно мы смотрим на разных живых существ по-разному, мы различаем различные живые существа. Because one person we're hoping to get something from. Потому что от одного человека мы хотим что-то получить. And therefore they become my friend. Поэтому я дружу с ним. And someone else is trying to take something from me. Кто-то пытается что-то от меня получить. And they become my enemy. Но если они становятся моими врагами. So friends and enemies are seen in the material world in relationship to my body. Поэтому все враги и друзья – это продукты телесной концепции. But because I'm not the body, therefore this conception is based upon illusion. Если я понимаю, что я не тело, то вся эта концепция, можно понять, что вся эта концепция основывается на иллюзии. Especially if we consider that whatever is happening at every moment is arranged by Krishna. Особенно если мы считаем, что все, что происходит в каждую секунду времени, устроено Кришной. Certainly, if we're devotees, it's being arranged to help us advance in devotional service. И, конечно, если мы преданные, то Кришна устроит все, чтобы помочь нам прогрессировать на пути преданного служения. Sometimes when I was on the technique I learned, best technique for book distribution I learned is to rely upon Krishna. Я научился одной технике. Это лучшая техника для распространения книг. И она выглядит следующим образом. Нужно просто положиться на Кришну. Second best technique is to flatter people. Вторая, наилучшая техника после первой, это льстить людям. Because that's what people want to hear. Это то, что как раз люди хотят услышать. People will take a book if they're happy. Если человек счастлив, он возьмет книгу. If you make someone happy, they'll do anything for you practically. Если вы сделаете человека счастливым, то он для вас все что угодно может сделать. Практически все что угодно. Because what are people looking for in a relationship? To become happy. Потому что чего люди хотят получить от любых взаимоотношений? Они хотят обрести счастье. But unless Krishna sends the right person, it's very difficult to distribute a book. Но если Кришна не будет посылать нам готовых, правильных личностей, на самом деле распространять книги очень трудно. When I was in Houston, Texas, Когда я был в городе Хьюстон, в штате Техас, США, 1970, в 1970 году, Houston, Texas is not a very
spiritually minded place. Этот город — это не место, где люди уж особо добились духовного развития. Especially they didn't like devotees. They didn't like devotees. И они не любили преданных. Anyone who looked differently, they didn't like at all. И любой, кто выглядит не так, как они, им этот человек не нравился. Even more than they disliked the devotees, they disliked black people. Но даже еще больше, с большей нелюбовью они относились к черным людям, людям в черном теле, в черных телах. Black people they didn't like, and they used to hang them from trees. И они не любили черных настолько, что они их вешали на деревья. They probably would have hung the devotees, but there weren't so many of us. Может быть, они бы и преданных вешали, но преданных не так много было. In any case, it was very difficult to. Sometimes it's true with books. В любом случае, было чрезвычайно трудно распространять там книги. Number one, we didn't have so many techniques. We didn't have so much experience. Во-первых, у нас не было так уж много опыта, не было каких-то разработанных техник. There were 3 devotees there. У нас было 3 преданных там. One of them you may have heard about Vishnuджаной Свами. Об одном из них вы, может быть, слышали, его зовут Вишнуджаной Свами. And his assistant, his name was Srinath. И был преданный Шринга, его помощник, его слуга. Srinath Prabhu. And then there was myself. И я. And the only money we had came from distributing back to Godheads. The only dingy money we had. И единственным источником дохода для нас было распространение журналов «Назад к Богу». Dingy. So, Vishnuджаной Maharaj, his technique was to stand there and not say anything and just hold up the magazine like this. И Вишнуджаной Махарадж, он применял такую тактику. Он просто вставал на улице с журналом и, не говоря ни слова, стоял и показывал всем журнал. You can imagine how many people bought a magazine. Вы можете представить, сколько людей у него покупало. We would have starved if we would have relied. Если бы мы полагались на технику Вишнуджаной Махараджа, мы бы с голоду умерли. And indeed, we were living in this temple. The only place we could rent was this temple, which was made out of wood. И единственное место, которое было нам по карману, которое мы могли арендовать, это был домик, деревянный домик небольшой. Made out of wood. And you could actually, when you looked at the walls, you could see outside because there were spaces in between the wood. И в эти вот промежутки между бревнами или вот этими брусками, да, можно было видеть улицу, потому что там были дырки. And it was very pretty watching the snow fall in the winter. Было красиво наблюдать за тем, как зимой хлопья снега падают на землю. The problem was we didn't have any heaters inside. Проблема была в том, что внутри у нас не было обогревателей. So it was colder inside than it was outside. Поэтому, пожалуй, внутри было даже холоднее, чем снаружи. So we had to somehow or another collect enough money to get heaters. Как-то мы накопили денег, насобирали денег, чтобы купить обогреватели. So the technique I learned was simply to stand there and to pray to Krishna to please send someone to take a magazine. Итак, вот моя техника была такой, техника, которую я разработал, просто стоять и молиться, чтобы Кришна послал кого-то, чтобы кто-то купил журнал. And I'd stand there and try to think about Krishna's form and his whatever. И я And then стоял pray to там. Krishna, please send someone. И я стоял там, пытался помнить, пытался думать о форме Кришны и молился: Кришна, пожалуйста, пошли кого-нибудь. We're hungry. Мы есть хотим. And indeed, Krishna would, out of nowhere, someone would come and ask me for a magazine. И воистину, из ниоткуда появлялись люди и спрашивали, можно ли купить журнал. That as long as I was praying to Krishna to send someone, Krishna would start sending people. И пока я молился, чтобы Кришна послал мне кого-то, Кришна послал на людей. And as soon as I started to think, I'm such a big distributor. Но как только я начал думать, я такой классный распространитель книг, Maharati. я Махарадха просто. Then no one would come. Как только я так думал, никто не приходил. People would walk by.
Люди проходили мимо. and say, "Get a job." Они сказали: эй, устройся на работу. Who's your hairdresser? Ты вообще, кто тебя стрижет? Кто твой парикмахер? Because we went out there with, we didn't have regular clothes. We only had our dhoti. Потому что обычной одежды у нас не было. У нас были только доти. And it was a very interesting place. Actually, when I went to Dallas, Texas, which was the next city, интересное было место. На самом деле, когда я потом отправился в город Даллас, который был следующим городом, там недалеко. As soon as we went, we were going door to door distributing books. Мы ходили по квартирам, по домам, от двери к двери, распространяя книги. And immediately the police came and arrested us. И немедленно полицейский пришел и арестовал нас. And they put us in jail for the weekend. На все выходные нас заперли в тюрьме. Someone had called up Кто-то позвонил полиции. and told them that there were some men who were imitating women. И он сказал, этот человек сказал, что тут ходят какие-то мужчины, которые подражают женщинам, имитируют женщин. So they put us in jail. Поэтому они нас в тюрьму посадили. Of course, when this lady came to testify, Потом одна женщина пришла, чтобы... there was a trial, and the lady came, but she couldn't identify us, so they let us go. Пришла какая-то женщина, чтобы признать нас преступниками, но она не смогла нас узнать, и в итоге они нас отпустили. But it was definitely a place where you had to rely upon Krishna. Это точно было то место, где было необходимо полагаться на Кришну. But that is the basic principle, to rely upon Krishna. Но это основной принцип — полагаться на Кришну. Otherwise, we'll see things in friends and enemies. В противном случае мы будем разделять живых существ на друзей и врагов. Sarin mitya udasina, madhyastadveshu bandhishu, sadush papi papeshu, samabudhira vishishite. This is Bhagavad Gita, chapter 6. I believe it's text number 7, 8. It's around 7 or 8. Sarin mitya udasina, madhyastadveshu bandhishu. So try 6, chapter 6. Chapter 6, yes. Try the one before that. So that's a Jnana Tripta. No. Jnana Tripta, Kuta Sarva Chandya. Sarin Mitya Udasana. It's number 9. That person who is more advanced, he sees everyone equally, whether it be friends and enemies. Sarin means friend. Его превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели. Sarin mitya. Mitya means one who's another type of friend, not so friendly, but friendly. Сухрин Митра, значит, тоже друг, но не такой уж. And bandhishu means a very close friend. И бандушу значит очень близкий друг. And sarit means even the friend who's always in your heart. И сухри значит друг, который всегда присутствует в нашем сердце. And then sarit mitya udasina. Udasina, one who's a mediator, udasina, who's indifferent. Удасина тот, кто равнодушен к нам. Sarin mitya udasina madhyasta. Madhyasta, a mediator. Мадьяста к посредникам. Madhyasta, dvesha means one who's envious of you. Двешья к завистникам. So there are so many varieties. Sarin, or is it sadush papi to papeshu, the pious, the sinful. Праведники, грешники. So many different varieties of relationships we have. Столько разных взаимоотношений у нас есть. But ultimately these people are coming to us on behalf of Krishna. Но в конечном итоге все эти люди приходят к нам как представители Кришны. In order to help us advance in Krishna consciousness. Для того, чтобы помочь нам прогрессировать в сознании Кришны. We should be assured that every moment, everything is perfectly arranged by Krishna. И мы должны хорошо понимать, что в каждую секунду
все организовано Кришной совершенным образом. Just to give us an opportunity to try to advance in devotional service. Для того, чтобы подарить нам возможность попытаться прогрессировать в преданном служении. When Srila Vyasadeva was meditating, Когда Шрила Вьясадева медитировал, then he saw that actually in front of him he saw Krishna. перед собой он увидел Кришну. Does that verse go? That when Srila Vyasadeva was meditating, he saw the Supreme Personality of Godhead, and on his backside he saw Mayadevi. Итак, когда Шрила Вьясадева был погружен в медитацию, он впереди себя увидел Верховную Личность Бога, сзади же он увидел Майю Деви. Bhakti yogena manasi samyak pranihite male apaishat purusham purnam maya tad chadad pashraya. So actually Maya is directly connected with Krishna. Итак, Майя на самом деле прямым образом связана с Кришной. Nothing happens by accident. И ничего, что происходит, нельзя считать случайным. Everything is perfectly arranged. Все устроено совершенным образом. And it's being arranged according to our desire. И it's been arranged according to our desire. Our В desire. соответствии с нашими желаниями. Either our desires now or our desires from the past. Либо с тем, чего мы желаем сейчас, либо в соответствии с тем, чего мы желали в прошлом. Our desires, Krishna is in our heart. He Krishna. senses our desire. Кришна находится в нашем сердце, Он чувствует наши желания. Just like one can understand the flavor of a flower by smelling it. Подобно тому, как можно почувствовать аромат цветка, вдохнув его. And then according to what we deserve, Krishna makes his arrangements. И в соответствии с тем, чего мы заслуживаем, Кришна устраивает все. And when we look at the arrangements and we think, what can I do to serve Krishna? И когда мы смотрим на все это и думаем, что же я могу сделать для того, чтобы послужить Кришне, Just like Prahlad Maharaj. подобно Прахладе Махараджу. Prahlad Maharaj, he didn't complain. Прахлада Махараджа не жаловался. No, I'm a devotee. Я преданный. I'm chanting my rounds every day. Я каждый день свои круги вычитываю. And now I'm in a pot of boiling oil. И вот меня бросают ни с того ни с сего в горящее масло. Maybe it's Chaturmasya. Может быть, Чатурмасия, конечно. Maybe Krishna's asleep. Может, Кришна спит. He's not listening to my prayer. Он не слышит моей молитвы. Otherwise, how can my father be doing this to me? В противном случае, как так могло случиться, чтобы мой отец все это со мной делает? No, he was frying in the pot of oil. Итак, жарится он в котле масла. But he was happily chanting Hare Krishna. Но он в это время очень счастливо повторяет Харе Кришна. Of course, we shouldn't imitate Prahlad Maharaj. Конечно, имитировать Прахладу Махараджа не стоит. And hopefully our father is a little bit nicer than Hiranyakashipu. В нашем случае будем надеяться, что наши отцы немного лучше, чем Хираньякашипу. Or a little less powerful. Ну или, по крайней мере, не такие могущественные хотя бы. But in any case, Prahlad Maharaj was happy in any circumstance. В любом случае, Прахлада Махараджа был счастлив во всех, в любых обстоятельствах. Because he wasn't living in the material world, he was living with Krishna. Потому что он не жил в материальном мире, он жил с Кришной. And whatever he did to please Krishna. И все, что он делал для того, чтобы доставить Кришне удовольствие. So we also have to come to that platform. И мы также должны достичь этой платформы. As Bhaktivinoda Maharaj was saying in his class today. Как сегодня Шрила Бхактиведанта Госвами говорил в своей лекции утром. One who actually has knowledge, he looks at the material world as a pastime. Тот, кто обладает истинным знанием, видит этот материальный мир, видит все происходящее в этом материальном мире как игру. He knows actually he's not really part of the pastime. И на самом деле он сам не является частью этой игры. But it's a pastime where the souls are getting an opportunity to see the results of their desires. Но это такая игра, просто в которой души получают возможность видеть последствия их желаний. So according to our desires, we get certain circumstances to experience. И в соответствии с нашими желаниями мы попадаем в определенные обстоятельства для того, чтобы получить какой-то опыт. When we're desiring to be the supreme, then we get an opportunity to imagine that we're the supreme. И когда мы желаем быть верховным, каким-то главным, да, мы получаем такие обстоятельства, в которых мы можем себе это представить. Which basically means that we forget Krishna.
Что по большому счету значит то, что мы забыли о Кришне. And we forget that actually we're supposed to serve Krishna. Что мы забываем о Кришне и забываем о том, что на самом деле предполагается, что мы должны служить Ему. Then immediately we're in Maya. И немедленно мы попадаем в Майю. It's not that we have to make plans to be in Maya. Нет необходимости строить планы. Я хочу попасть в Майю. No, it's very easy to be in Maya. Очень просто попасть в Майю, быть в ней. Actually, we're always in Maya. На самом деле мы всегда в Майе. Sometimes we make some advancement. Иногда мы прогрессируем, конечно. So when we make some advancement, that's called tusha. И когда мы прогрессируем, это называется туша. We become a little satisfied that I'm actually on the path and I'm making some advancement. Мы чувствуем некоторое удовлетворение, что вот я встал на этот путь, и я прогрессирую. If you're driving to, for instance, Simapol, Например, если вы в Симферополь едете, then on the way there are signs. It says, Simapol, 50 kilometers. по дороге вы встречаете дорожные знаки, на котором написано Симферополь 50 километров. But if you see a sign, Odessa, 3 kilometers, Если вы увидите такой знак Одесса 3 километра, then you realize I must be on the wrong path. вы можете понять, что, может быть, я не по той дороге еду. So we look and we see, am I on the right path? Таким образом, мы смотрим вокруг и пытаемся понять, на верном ли я пути. Is devotional service actually becoming more enlivening and enlightening? Приносит ли преданное служение мне больше удовлетворения и радости? Am I actually realizing that everyone is Krishna's servant? И просветление, действительно ли я все глубже понимаю, что все на самом деле слуги Кришны? Am I actually seeing the activities of every living entity as part of Krishna's pastimes? Действительно ли я считаю деятельность всех живых существ частью игр Кришны? Either in part of his pastimes in the illusory energy, Либо это все иллюзорное, или это part of his pastimes in the illusory energy, либо это часть его игр в иллюзорной энергии, or part of his pastimes in the spiritual energy. или это игры Кришны в духовной энергии. Those who are devotees, Преданные, those who are aspiring to become devotees, я различаю людей на преданных, я вижу тех, кто так желает стать преданными. Krishna says, Mahatmanas tu mam bharata, daivim prakritim ashritya, bhajanya manaso, gyatva bhutadem abhyaya. Anyone know the translation to that Кто verse? знает перевод этого стиха? So what does Mahatma mean? Что значит Махатма? Great souls. Great souls. Великие So души. who are the great souls? Mahatmanas tu mam bharata, daivim prakritim. What is daivi prakritim? Что такое дайви пракрити? Divine nature? Yes, divine energy, daivi prakritim. Божественная энергия. Ashritya. Ашритя. You know the verse? 9? Yeah, chapter 9, text number. Yes, it's 9. Just towards the end of it. No, it's text number 8. It's 8 and 10. It's more likely chapter 7. No? Is that? Is it? Какая глава? Ты знаешь? 11. See, Mahatmanas, then it goes, Sadatam Kirtayanto Mam Yatantas Chadrida Vrataha. No, it's in chapter 9. 9. Yeah, it's in chapter 9. So it's text number 10. Those who are great souls. Do you have a Bhagavad Gita in English? Angliski? Yes, I have in my electronic book. I have in my e-book. Oh, I have it in my e-book too. Anyhow, we don't really need it. We know the translation. So Ashritya, what does Ashritya mean? Что такое ашритя? Shelter. Yeah, so those who are great souls, they take shelter of the spiritual nature. Итак, великие души получают прибежище у духовной природы. Satatam Mahatmanas Tumam Bharata Daivim Prakritim Ashritya. Actually, it is chapter 9. It's text number, that's 9, 10, 11. It's text number 11. 12, 13. Text number 13, Okay. 9, 13. Махатма Стумам.
Mahatmana Sumam Bharata, Daivim Prakritim Ashitya, Bhajantya. What are they doing? Bhajanti. What does bhajanti mean? Чем они занимаются? Баджанти. Что значит бхаджанти? Serve. Служат. Yes, they're worshipping Krishna. Они поклоняются. Bhajante Mahatmana Sumam Bharata, Daivim Prakritim Ashitya, Bhajantya. And how often do they serve Krishna? И как часто они? Once a week for on Sunday. Раз в неделю по воскресеньям? For the Sunday feast. На воскресном пире? Bhajantya Ananya. What does Ananya mean? Ананья. Что такое Ананья? Always. Всегда. Sigda. Bhajantya Manaso. Gyatva Bhutadem Avyaya. Avyaya means eternally. Авьяя значит вечно. And what do? И что они делают? What is their service? Каково их служение? Satatam Kirtayantoma. What are they always doing? Что они всегда делают? Чем они What is занимаются? Kirtan? Singing the glories of, chanting the They're glories of always Lord. glorifying Krishna. Они прославляют Кришну. Satatam Kirtayantomam Yatantas Cha Drida Vrataha. Drida? What does Drida mean? Что значит? They're fixed. Они Drida Vrataha. And they're сконцентрированы. fixed in their vow. Они держат свой All the обет. great souls chant at least 16 rounds a day. Великие души, все великие души, как минимум 16 кругов каждый день вычитывают. Namasyantas Shamam Bhaktya. Namanta, what does Namanta mean? Наманта что значит? They're bowing down before Krishna. Они склоняются They're перед humble. Кришной. They Они don't think they're смиренны. Krishna. Они смиренны, они не думают, что они сами Кришна. They think they're Krishna's servant. Они думают, что они слуги Кришны. Namantas Drida. Они считают себя слугами Кришны. Satatam Kirtayantomam Yatantas Cha Drida Vrataha. Namasyantas Shamam Bhaktya. With great devotion they bow down before me. С великой преданностью они склоняются передо мной. So in this way the great souls, they worship me with devotion. И так великие души поклоняются мне с преданностью. It doesn't require high education. Для этого не нужно высшее образование. It doesn't require wealth. Для этого не нужно богатство. It doesn't require any personal qualification. Для этого не нужна какие-то личностные качества. One simply has to acknowledge how wonderful Krishna is. Единственное, что нам нужно знать, насколько Кришна чудесен. And that way one comes under Daivi Prakriti, И тогда spiritual energy. человек попадает под воздействие дайви пракрити или духовной энергии. That's what we're actually trying to gain. Это вот чего мы на самом деле стремимся достичь. Queen Kunti says, Janmaishvarya Shruta Shribir Edamanak Madakluman Naivahat Yavadatum Vai Twam Akinchana Gochara. Those who are not in Krishna consciousness, Царица Кунти говорит, те, кто не находится в сознании Кришны, generally they want janma. обычно они хотят джанма. Janma means to take birth in a very nice family. Это значит получить рождение в хорошей семье. It used to mean to get a green card to go to America. Раньше нужна была зеленая карта, грин-карта, чтобы отправиться в Америку. If I can go to America, I can go to the promised land. Я отправляюсь в Америку, в землю обетованную. At least some people think like that. Или, по крайней мере, люди так считают. Because America, everything's made out of gold. Некоторые люди, потому что в Америке все сделано из золота. More or less like Lanka. По-моему, это какая-то ланка прям. But Janma means to take birth in a nice И family. джанма значит получить рождение в хорошей семье. Aishvarya means I have wealth. Айшварья значит богатство, что я буду обладать богатством. Shruta means I have material learning. Шрута значит, что я буду ученый. And Shribir means I have beauty and material influence. Я буду красив и обладать материальным влиянием. So people think that if I can increase these things, then my happiness will increase. Или люди думают, что чем больше у меня будет всего этого, тем больше я буду счастлив. But actually it's the opposite. На самом деле все наоборот. Because they're all based upon this body. Потому что все это основано на телесной концепции. So if I become intoxicated, I'm already intoxicated. И зачем в еще большей степени
принимать эту интоксикацию, это отравляющее вещество, ведь я уже воздействием его нахожусь. By my identification with this body. Отождествляя себя с этим телом. But then if I'm intoxicated and I take more intoxication. Так вот, представьте, если я уже отравлен этим, я принимаю еще больше этого вещества. Just like they used to take LSD. Как вот ЛСД принимали. Anyone ever hear of LSD? Кто-то слышал об ЛСД? So then they came out with this STP, it was called. И такую штуку сделали, STP называлось. So STP was supposed to be 1,000 times more powerful than LSD. Вот эта вот вещь, этот наркотик STP, предполагалось, что он будет в 1000 раз сильнее ЛСД. So I knew someone, he decided, you know, LSD is so ordinary, I take it every day. Let me take STP. И один мой друг, он думал так, ну, ЛСД это что-то такое, в этом ничего необычного нет, я каждый день уже его принимаю, приму-ка я STP. So he took STP. И он принял этот наркотик STP. And the whole world became one hallucination. И весь мир для него превратился в галлюцинацию. All the walls were talking to him. Стены разговаривали с ним. Everywhere he walked, there was only he could see the bottom of the earth. Везде, где он, куда бы он ни шел, он видел что-то какое-то подземное царство какое-то. Demons were popping out of the walls. Из стен выпрыгивали демоны. So he was already crazy. He was already a little intoxicated. Но он и так уже был под кайфом, и до этого, в общем-то. But then after he took this STP, he became completely crazy. Но когда он принял этот STP, он полностью сошел с ума. So similarly, we're already intoxicated by this material consciousness. Подобным образом мы также находимся под отравляющим воздействием материальной природы. But if we want more wealth, we want more influence, we want more material experience. Но если мы хотим больше богатства, влияния, власти, мы хотим больше материального опыта, then we become completely crazy. тогда мы полностью сходим с ума. Therefore, Prabhupada wrote this essay, "Who is crazy?" Кришна Прабхупада написал такой рассказ, кто сумасшедший. Because people think we're crazy. Потому что люди нас считают сумасшедшими. These people, they join the Hare Krishna movement. Вот эти люди, они стали кришнаитами. They're so foolish. Присоединились к движению сознания Кришны. Глупцы. They get up in the morning and they wear their bed sheet. Встают рано утром и просто не носят. They're always smiling. Всегда улыбаются. Who knows what's in their food? Кто вообще знает, что им подсыпают в еду? Their fearless leader puts something in their food, that's why they're always smiling. Просто их бесстрашный лидер, он подсыпал что-то им в еду, поэтому они все время улыбаются. And they can't do anything in this world. Но в этом мире они ничего не могут сделать. They just go on the street and they just jump up. That's all they can do. Единственное, что они могут делать, это просто выходить на улицу и прыгать вверх. With this big smile on their face. Подпрыгивать с огромной улыбкой на их лицах. So people think like that. Люди так думают. Then they read about Krishna. Когда они читают о Кришне, That he was a criminal. то Кришна преступник на самом деле. His parents were criminals. И родители у него преступники. He was born. His parents were in a prison. И его родители были в тюрьме. He took birth in a prison. И он родился в тюрьме. Somehow or another he escaped. Как-то он сбежал. He grew up in a village. Вырос в деревне. And he began to terrorize the village. И начал терроризировать всю деревню. His whole life is full of criminal behavior. Ну, в общем, вся его жизнь полна преступлений. He killed his nurse. Убил свою няню, кормилицу. He killed all the animals around. Вокруг переубивал всех животных вокруг. Including even a bull. Даже быка убил. He killed a bird, even the birds he killed. Даже птичек он убивал, даже птиц. He killed a horse. Everything. Коня убил. Everywhere he went, he was killing something. Все время он кого-то убивает. And when he wasn't killing, then he had a band of criminals like himself who were stealing. Но когда он не убивал никого, то он собрал себе шайку таких разбойников, как он сам, и они воровали.
after terrorizing the village, И они терроризировали таким образом деревню. he went to the neighboring city and began to terrorize it also. И после этого он отправился в соседний город, еще и там начал всех терроризировать. First he killed an elephant, Вначале он слона убил, a washerman, потом охранников, the king, потом царя, then he killed the king's brothers, потом убил братьев царя. and anyone who came to visit him, he killed also. И всех, кто бы не приходил к нему, он всех убивал. Then he began kidnapping women. Потом он начал женщин похищать. So what to expect from these people? Чего вообще ожидать от этих людей? They worship some cowherd boy in Vrindavan. Они какому-то пастушку в Вриндаване поклоняются. They can't even, they look half crazy. Они на вид наполовину сумасшедшие какие-то. And they tell us that we're crazy. Но при этом они нам говорят, что мы сумасшедшие, да? So the question is, who actually is crazy? И вот возникает вопрос, кто же на самом деле сумасшедший? For that reason, our first explanation is that we're not the body. Итак, первое наше объяснение по этой причине таково, что мы не это тело. On that philosophy, we actually stand with conviction. И мы очень убежденно держимся за эту философию. We can't present Krishna as a cowherd boy. Мы не можем представлять Кришну как мальчика-пастушка. We don't have pictures of the spiritual world. Нет у нас картинок, изображающих духовный мир. Someone went there with his Polaroid camera and took pictures. Кто-то, знаете, отправился в духовный мир с моментальной камерой Polaroid, там зафотографировал все. But our basic conviction begins with the fact that I'm actually not this body. Нет, основой нашего учения является тот факт, что я не являюсь этим телом. That my body is changing. Мое тело меняется. Who can say that their body is not changing? Кто может сказать, что его тело не меняется? And who can even say that their body is growing younger every day? А кто может сказать, что его тело становится моложе с каждым днем? No, our body's changing and we're growing older. Нет, тела меняются, и мы стареем. But we ourselves within the body, we're always the same person. Но те души, которые находятся внутри этих тел, все время одни и те же, не меняются. As the body changes, so our experience is changing. Тела меняются, но и меняется наш опыт. But we ourselves who are in the body, we're not changing. Но мы сами, находясь внутри этих тел, мы не меняемся. The conclusion is that we're spiritual, we're eternal. И вывод можно сделать такой: мы относимся к духовной природе, мы вечны. We're the douche within the body. Душ внутри тела. And the body that we're in is more or less the prison that we've been given. И тело, до той или иной степени, это та тюрьма, в которую нас посадили. And in the material world, we're trying to have a nice prison. И вот в этом материальном мире мы пытаемся найти себе тюрьму получше. We're decorating the prison. Украшаем свои стенки, свои камеры, чистим ее. We're taking photos of the prison. Фотографируем свою камеру. Sending it to our friends on Facebook. И посылаем своим друзьям в Фейсбуке Look at my prison. изображение. Посмотри на мою камеру тюремную. Look at my prison, isn't it beautiful? Смотри, красивая камера у меня. Today I painted it green. Сегодня я стены в зеленый цвет покрасил. But actually, we're spiritual. На самом деле мы души. But due to our entanglement in the material world, we become identified with the prison. Но так как мы запутались в этом материальном мире, мы начали отождествлять себя с тюрьмой. But the aim of life is to get out of the prison. Но цель жизни — убежать из этой тюрьмы. Not to decorate the prison. Не украшать ее стены. Or to advertise the prison. Или рекламировать ее. Or to have a fan club on Facebook for your prison. Или устроить, знаете, клуб болельщиков, фан-клуб своей тюрьмы на Фейсбуке. So those who identify themselves with the prison and who are working hard for their prison, we consider them crazy. Итак, тех людей, которые отождествляют себя со своей тюрьмой и тяжело трудятся для того, чтобы украсить ее, свою тюремную камеру, мы считаем их сумасшедшими на самом деле. According to the Srimad Bhagavatam, yasyasti buddhi kunupekshitadukha. Yasyasti buddhi, yatma buddhi kunupekshitadukam,
Swadi kalatradi shubhomi jadi, etirta bude shale nikar hichish, kaneshva bageshus eva gokara. Isyatma buddhi kunape tritaduke. That anyone who identifies with this body made out of kapha, pitta and vayu. Любой, кто отождествляет себя с этим телом, которое сделано из копра и ваю. Kapha, pitta and vayu. Из капха, из капхи, питы и ваю. That is earth, water, fire, air and ether. Это земля, вода, воздух, эфир. Yasyatma buddhi kunape tritadukam swadi kalatradishu voma ijadi. So one who identifies this land as being worshipable. Identifies his land. As being worshipable. Кто считает, что нужно поклоняться земле. One who goes to a place of pilgrimage just to take a bath. Тот, кто отправляется в место паломничества только для того, чтобы принять там омовение. And is not interested in hearing the philosophy about Krishna consciousness. Кому не интересно слушание философии сознания Кришны. Then the Bhagavatam says that this person is on the same level as a cow or an ass. Шримад Бхагаватам называет такую личность, считает такую личность на одном уровне с коровой или ослом. So someone may be in a big position in the material world. Кто-то, может быть, занимает какое-то высокое положение в этом материальном мире. He's a professor at a university. Профессор в университете. He has his Nobel Prize in physics and Получил chemistry. по физике или по химии Нобелевскую премию. But because he identifies himself with his body, the Bhagavatam says that he's no better than a cow or an ass. Но так как он отождествляет себя с этим телом, Шримад Бхагаватам говорит, что он ничем не лучше коровы или осла. It's not to insult the cow or the ass. Не, мы не хотим оскорбить корову или осла, нет. Because after all, the cow or the ass is in a much better position than this professor at the university. Потому что в конечном счете корова или осел находится в гораздо лучшем положении, нежели этот профессор в университете. Потому что если этот профессор не обладает сознанием Кришны, в своей следующей жизни ему очень повезет, если он станет коровой или ослом. Если он совершает греховные поступки, то у него может не хватить благочестия, чтобы стать коровой или ослом. Сейчас он такой большой, великий профессор в университете, который преподает тысячам студентов. Но если он отождествляет себя своим телом, неверно отождествляет себя своим телом, то в следующей жизни он может родиться мышью, которая будет жить в этом же здании. Или как таракан, например, может родиться. Тараканом. В туалете может родиться. И в туалет у него будет как бассейн. Это не очень благоприятно. Therefore, unless one can understand that they're not the body, поэтому человек, по крайней мере, должен понимать, что он не тело. And the human form of life is an opportunity to get out of this conception of life. И что человеческая форма жизни – это возможность для того, чтобы лишиться этой концепции. They must be considered to be crazy. Таких людей, которые не понимают этого, необходимо считать сумасшедшими. Because we don't tell that to people. Конечно, мы это людям не говорим. We don't go on the street and tell people, here, take a book. We're handing this out to all the crazy people. Мы не выходим на улицу, не говорим, пожалуйста, возьмите эту книгу, мы эти книги даем всем сумасшедшим. Oh, so nice to meet you. You're a professor. О, я так рад с вами познакомиться, вы профессор. Oh, you have a Nobel Prize. So nice to meet you. Нобелевскую премию выиграли, получили, рад познакомиться. I've heard in class today. Но я сегодня в лекции услышал, that the teacher told us that you're less than a cow or an ass. Преподаватель сказал, что вы хуже даже, чем осел или корова. No, generally you have to be a little bit diplomatic. Нет, в основном, конечно, нужно себя так подипломатичнее вести. Actually, we know everyone is Krishna's servant. На самом деле мы знаем, что все слуги Кришны. And our mission is the mission of compassion. И наша миссия — сострадание. Chaitanya Mahaprabhu is compassionate. Чайтанья Махапрабху очень сострадательный.
That's why His mercy we're able to participate in devotional activities. И по Его милости мы сейчас занимаемся преданным служением. So our mission is to give that compassion of Chaitanya Mahaprabhu, И наша миссия distribute it to others. И наша миссия состоит в том, что взять эту милость Шри Чайтаньи Махапрабху и распространить ее другим. So although we know people are crazy, хотя мы знаем, что люди сумасшедшие, we also know to some degree that we're also crazy. мы также понимаем, что до какой-то степени мы сами сумасшедшие. But we know we have the medicine given to us by our acharyas. Но мы знаем, что ачарьи дали нам лекарства. To transform oneself from the lowest to the highest. Чтобы преобразовать нас, чтобы мы из низшего положения поднялись до самого высокого. By hearing this philosophy, слушая всю эту философию, and then distributing this philosophy to others in some way. И распространяя эту философию другим. Perhaps through art, someone is an artist, so they glorify Krishna through their art. Разными способами. Допустим, кто-то художник, и он может прославлять Кришну через свое искусство. Someone may be a very nice dancer, they can dance for Krishna. Кто-то очень хорошо танцует, и он может танцевать для Кришны. Someone may be a very good organizer, so they can organize the Sankirtan movement. Кто-то очень хороший организатор, и он может организовать движение Санкиртана. So somehow or another to utilize whatever ability we have, but utilize it to help people become Krishna conscious. Таким образом, какими бы талантами мы ни обладали, мы должны использовать их для того, чтобы помочь людям обрести сознание Кришны. Then our activities are spiritual. Тогда вся наша деятельность становится духовной. And then we can help people we can encourage people to utilize their talents in Krishna's service also. Тогда мы можем также вдохновлять других людей, чтобы они занимали свои таланты в служении Кришне. We're not asking people to renounce anything. Мы не просим людей отрекаться от чего-то. We're simply asking people to utilize whatever they have, but utilize it for Krishna. Мы просим, чтобы люди использовали все, что у них есть, но делали это для Кришны. And to teach them how to convince them to do that. И для того, чтобы научить их делать это и убедить их, что это необходимо делать. And to teach them how to do that. И научить их, как это нужно делать. Therefore, we distribute Srila Prabhupada's book. Для этого мы распространяем книги Шрилы Прабхупады. We distribute the holy name. Мы распространяем Святое Имя. We distribute prasadam. Мы распространяем прасад. And we give people the opportunity to associate with the devotees and learn how to make their lives Krishna conscious. Мы даем людям возможность общаться с преданными и привнести в их жизнь сознание Кришны. So at least in their house, they can distribute Krishna consciousness to each other. Чтобы, по крайней мере, у себя дома эти люди могли распространять сознание Кришны друг другу. The wife, the husband, the children, the dog. Жена, мужу, детям, собаке. They can encourage each other to become Krishna conscious. Все они могут вдохновлять друг друга, чтобы они стали сознающими Кришну. Потому что даже собака может лаять во время киртана. And he'll get some spiritual И credit. какое-то благо духовное он получит. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо. Any questions? Yes. Есть ли вопросы? Бог, находясь в нашем сердце, чувствует наше желание. В Бхагавад-гите, 10 глава Прахладананда Кришна утверждает, что среди всех чувств у него является умом. Вопрос, как перестать это отождествлять со своим умом, как объектом самосознания? Какой процесс самосознания? Кришна находится в сердцах всех живых существ. Так? Кришна, находящийся в сердце, чувствует наше желание. Чувствует наши желания. Кришна чувствует все наши желания. Кришна говорит, что среди всех чувств он является умом. 10 глава Бхагавад-гиты. Вопрос в том, как перестать отождествлять себя со своим умом, как с объектом самоосознания. Because you just mentioned that Krishna is in the heart of everyone, fulfilling our desires. But also in the Bhagavad Gita, Krishna says that amongst all of the senses, I am the mind. So the question is how to stop identifying ourselves with the mind as a tool for self-realization. No, it is a tool for self-realization. It is. Yes. Но ум ведь и является инструментом для самоосознания. But we have to make the mind spiritual. Просто нам нужно его одухотворить, By using our intelligence. используя разум.
And that intelligence comes from guru, sadhu, and shastra. Разум приходит нам от гуру, саду и шастр. There's actually the mind is like the spiritual, is a television. Есть телевидение, духовное телевидение. So we can turn on the channel Krishna. Можем переключиться на канал под названием Кришна. Or the many channels of Maya. Или на множество каналов Майи. So with our intelligence, we have to turn on the channel Krishna. И мы должны использовать наш разум для того, чтобы включить канал Кришна, настроиться на него. And when we're completely tuned into channel Krishna, И когда мы полностью хорошо настроились на этот канал под названием Кришна, then within our mind there'll be Krishna's form, his pastimes, тогда в нашем уме не будет ничего. associates, everything will be there. Тогда в нашем уме будет только форма Кришны, его игры, его спутники, и ничего другого там не будет. And our mind, our senses, everything will be spiritual. И наш ум, и наши чувства, все одухотворится. Yes. Do you have a question? Вопрос у вас есть? Yes. Как избавиться от эгоизма? How to get rid of egoism. We don't want to get rid of egoism. Мы от эгоизма не хотим избавляться. We want to get rid of false egoism. Мы от ложного эгоизма хотим избавиться. We want to identify ourselves with Krishna. Мы хотим себя отождествлять с Кришной. So that we can do without Krishna's mercy. Но без милости Кришны мы не можем это делать. So Krishna is sending his representatives to give us his mercy. Поэтому Кришна посылает нам своих представителей для того, чтобы передать нам свою милость. Guru, sadhu, shastra. Гуру, саду, шастра. And they teach us how to utilize our body, our mind, and our words in Krishna's service. Все это учит нас, как занимать наше тело, нашу речь и ум в служении Кришне. So if we dedicate our body, our mind, and our words to Krishna's service, then Krishna will reveal himself. Если мы посвящаем нашу речь, наше тело и наш ум служению Кришне, то Кришна рано или поздно откроет себя. And as it says, Gyanena tutadaganam yesham nashitam atmanaha tesham adityavad jnanam prakashiti tatvaram. One half is, that chapter 7, text number 11. 15, 16. 7:16. Чатурвидха, Баджантимам. 7:16. No, 5:16. 5:16. Okay. One, however, one is enlightened with the knowledge by which nations is destroyed. Yeah. His knowledge reveals everything, just like the sun lights up everything in the daytime. Yes. Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает ему невежество и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг. So if we ask Krishna, please appear, Если мы просим Кришну, пожалуйста, появись, then Krishna will appear. Кришна появится. If we actually want him to appear. Если мы действительно хотим, чтобы он And when he появился. appears, then we'll see Krishna. Когда он появится, мы увидим его, We'll see all his friends. увидим всех его друзей. We'll see this whole world in relation to Krishna. Мы будем видеть весь мир, связанным с ним. And we'll see ourselves as Krishna's eternal servants. И мы поймем, что мы также являемся вечными слугами Кришны. So that ego we want. Вот такое эго нам нужно. Такого эго мы хотим. Yes. Я думаю, что многие сталкивались с ситуацией, когда ты доходишь до состояния крайнего отчаяния, и Кришна вмешивается и решает твои вопросы. Когда такой опыт накапливается, возникает соблазн превратить Кришну в исполнение своих желаний. То есть, о, Кришна, все, я ничего не могу. И возникает состояние какой-то лени даже. Вот все, я уже в отчаянии. Я еще не делаю, но я уже в отчаянии, пожалуйста, давай исполнять что-нибудь. А и вопрос? Как вот не превратить Кришну, как не воспринимать эту ситуацию именно так? Иногда, когда мы достигаем крайней степени отчаяния, Кришна вмешивается, решает какие-то наши проблемы, но бывает так, что мы начинаем лениться и ждать того, что Кришна все решит, не прилагая к этому никаких усилий. И вопрос в том, как не превратить Кришну в
такого вот исполнителя желаний. Мы осознанно, ну как бы и мы, не доходя до состояния отчаяния, мы сразу такие, ну все, я уже в отчаянии, давай помогай мне. Так, не доходя до состояния отчаяния, то есть не перепробовав все до этого, мы говорим, все, я уже в отчаянии, Кришна, пожалуйста, помоги мне. So, sometimes when we try to do something, we tried everything, we're in complete despair because nothing works. And then we pray to Krishna, Krishna, please help me. Krishna helps. But also it happens, sometimes all of us have experience like this, but also it happens that we didn't try everything before and we're just thinking we are really in despair. So without doing everything what is necessary, we just say, okay, Krishna, I'm in despair, so please do everything now for me. So how not to fall under this illusion? Well, Prabhupada said a pure devotee is an experienced devotee. Прабхупада говорит, что чистые преданные это преданные, обладающие опытом. So we can try. We're trying to enjoy the material energy. Мы пытаемся наслаждаться материальной энергией. So Krishna gives us so many opportunities to enjoy the material nature. И Кришна дает нам множество возможностей для того, чтобы наслаждаться материальной энергией. Generally, Krishna will let us enjoy the material nature if it won't be detrimental for our spiritual advancement. И обычно Кришна позволяет нам наслаждаться материальной энергией, если это не влияет разрушительным образом на нашу духовную практику. Just like part of our philosophy is how to live a perfect household life. Например, частью нашей философии является наука о том, как жить жизнью совершенного домохозяина, Where the husband and wife, they cooperate with each other in Krishna consciousness. где муж и жена сотрудничают друг с другом в сознании Кришны. And if one does that very nicely, Если этот человек делает это очень хорошо, then the result is that one will have nice prasadam, результат таков, что в его доме будет хороший просад, comfortable house, clean house. комфортный чистый дом, That one will have nice relationships. хорошие отношения. So material life will be as perfect as it can get. И поэтому материальная жизнь будет лучше не бывает. But because we're spiritual souls, Так как мы духовные души, one will see that without love for Krishna, everything will not satisfy me. мы понимаем, что без любви к Кришне все остальное не сможет удовлетворить нас на самом деле. So we're not against material life, Мы не против материальной жизни, but we have to utilize it in Krishna service. просто мы должны все занимать в служении So Кришне. sometimes we may want something, Иногда бывает, мы чего-то хотим, and Krishna will give it to us. и Кришна дает нам это, And if we utilize it in Krishna's service, и мы используем это в служении then Кришне. it won't be an impediment for our spiritual advancement. Если мы используем это в служении Кришне, то это не станет препятствием на But if we want too пути much нашего material прогресса. life, Но если мы хотим чересчур много материальной жизни, then Krishna will generally frustrate us Кришна нас разочарует в конечном итоге. until we give up this idea. До тех пор, пока мы не расстанемся с этой идеей. And then Krishna will generally give us what we gave up the idea of having. Но тогда, в этот момент, Кришна даст нам то, что мы потеряли уже надежду получить. Just like Dhruva Maharaj. Как в случае с Друвой Махараджем. He wanted a kingdom greater than that of his great-grandfather. Он хотел царство, которое было бы больше, чем царство его деда, его прадеда. And he did devotional activities in order to achieve it. И он совершал преданное служение для того, чтобы достичь этого, получить это царство. And when he realized how wonderful Krishna is, Но когда он осознал, насколько чудесен Кришна, his desire to get this kingdom greater than that of his great-grandfather, его желание получить царство, которое было бы больше, чем царство его прадедушки, he forgot about it. он забыл об этом. But Krishna gave it to him anyhow. Но Кришна все равно дал его ему. And he's still there. И он все еще там. But he's a perfect devotee. Однако он является совершенным преданным. So living in Dhruvaloka for him is not an impediment. Так что для него жизнь на Друвалоке это не препятствие. He's still chanting at least 16 rounds a day. Он по меньшей мере по 16 кругов он каждый день вычитывает. And he follows all the principles. И всем принципам следует. And every day he takes prasad. И каждый день принимает просад. So that's all right. Так что все в порядке. Grant Srila Prabhupada ki jai, Swami Bhaktivinoda ki jai, Lord Prabhupada